Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку методом безотрывного вязания на весну. Пряжу брала в 100 граммах 200 метров. Крючок использовала 2,5 миллиметра. Сначала вяжется одна половина полосы по окружности головы длиной. Затем вяжем вторую сторону полосы. И затем сшиваем по заднему шву и делаем обвязку. Начинаем с того, что набираем цепочку из 19 воздушных петель. Теперь отсчитываю 5 петель на основании и в эту пятую петлю провязываю соединительный столбик. Провязали. Теперь по цепочке вверх провяжу 3 соединительных столбика. Первый соединительный столбик, второй соединительный столбик и третий соединительный столбик. Теперь провяжу 2 воздушные петли, накид на крючок, оставляю цепочку и в кольцо провяжу столбик с накидом. Провязали. Теперь снова 2 воздушные петли, снова накид на крючок и снова провяжу столбик с накидом в кольцо. Снова 2 воздушные петли, снова накид на крючок и снова столбик с накидом в кольцо. Всего таких столбиков с первым столбиком с соединительными петлями у нас будет всего 8. Снова 2 воздушные петли, снова в кольцо столбик с накидом. И так до тех пор, пока у нас не окажется 8 столбиков. Вот мы провязали. Всего у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Теперь провяжу 2 воздушные петли и соединительным столбиком присоединяюсь к самому первому столбику. Теперь соединительным столбиком переходим в арку из 2 воздушных петель. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вытащу крючок. Сейчас нам понадобится цепочка. Следите, чтобы цепочка не перекручивалась. В пятую петлю ввожу крючок и соединю соединительным столбиком с петлями подъема. Это нам будет заменять 2 столбика с накидом. Сейчас провяжу еще 2 незавершенных столбика. Вяжем первый лепесток. Провяжу петли вместе. Провяжу 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Провязали 6 воздушных петель, накид на крючок. В следующую арку провяжу 4 незавершенных столбика с накидом. Первый столбик, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и 4 незавершенный столбик с накидом. Провязали. Теперь провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе.
провязали. Теперь вяжу 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это будет петелька. Возвращаюсь в основание и соединительным столбиком прикрепляю конец цепочки. У нас получается такая петля. Такие петельки у нас будут по уголкам. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок и в следующую арку вяжу 3-й лепесток. Вяжу 4 незавершенных столбика с накидом. Первый столбик, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и 4-й незавершенный столбик с накидом. Провязали. Провяжу накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. Вот так получается. Снова вяжем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок. Вяжем 4-й лепесток в арку. Из 4 незавершенных столбиков с накидом. Первый столбик, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и 4-й незавершенный столбик с накидом. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Сейчас вяжем петельку. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель. Возвращаюсь в основание и соединительным столбиком прикрепляю конец цепочки. Вторая петелька готова. Петельки эти делаем на углах. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок. Вывязываем 5-й лепесток. Первый незавершенный столбик, второй незавершенный столбик, третий незавершенный столбик с накидом и 4-й незавершенный столбик с накидом. Провязали. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот одна половина мотива готова. Всего таких мотивов мне потребовалось на обхват головы 6. Следующий мотив. Снова вяжем 19 воздушных петель. Вот у нас связалось 19 воздушных петель. И поступаем точно так же. Отсчитываем 5 петель. И в 5-ю петлю провязываем соединительный столбик. Делаем кольцо. Теперь 3 соединительных столбика по цепочке. 1 столбик соединительный, 2 соединительный столбик и 3 соединительный столбик. И вывязываем второй мотив. 2 воздушные петли, накид на крючок и в кольцо провяжем столбик с накидом. Это уже у нас будет считаться 2-й столбик с накидом. Всего столбиков с накидом в кольцо мы провяжем 8. И будут они разделяться 2 воздушными петлями. Так же, как в первом элементе. Столбик с накидом. Снова вяжу 2 воздушные петли. В кольцо столбик с накидом. 2 воздушные петли.
столбик с накидом в кольцо. Так буду вязать до тех пор, пока у меня в кольце не окажется 8 столбиков с накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Теперь присоединяемся соединительным столбиком к самому первому столбику. Замыкаем кольцо. Готово. Переходим соединительным столбиком в арку и начинаем вывязывать первый лепесток. 3 воздушные петли. Провязали. Теперь нам снова понадобится цепочка. Соединяю петли подъема с 5-й петлей цепочки. Вяжу соединительный столбик. Соединяю эти 2 петли. Соединили. Теперь еще в арку 2 незавершенных столбика с накидом. Первый, второй незавершенный столбик с накидом. Провязали. Провяжем петли вместе. Первый лепесток готов. Теперь провяжем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Провязали. Вытаскиваю крючок. Возвращаюсь к первому элементу. Находим цепочку из 6 воздушных петель, которые соединяют лепестки. И присоединяемся. Цепочку из 3 присоединяем к цепочке из 6 воздушных петель. Присоединились. Снова 3 воздушные петли. Накид на крючок. И в следующую арку вяжем второй лепесток. Вяжем 4 незавершенные столбика с накидом. Первый столбик, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом. И последний, 4-й незавершенный столбик. Провязали. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Второй лепесток готов. Теперь 3 воздушные петли. Присоединяем петлю. Ввожу крючок. Можно присоединяться за цепочку. Можно вводить крючок под арку. Вяжу соединительный столбик. Здесь я провязала 3 воздушные петли. Можно связать 4. Затем присоединяемся к основанию. Вот у нас соединение готово. Теперь 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Провязали 6 воздушных петель. Накид на крючок. И вяжем 3-й лепесток. Делаем 4 незавершенных столбика с накидом. Второй незавершенный столбик с накидом. 3-й незавершенный столбик с накидом и 4-й незавершенный столбик с накидом. Провязали. Провяжу 4 петли вместе и 2 петли на крючке вместе. Готово. Вот таким образом у нас получается 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Вяжем 4-й лепесток, делаем накид на крючок, в арку вяжем 4 незавершенных столбика с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, 3-й незавершенный столбик с накидом, секунду,
третий провязали, четвертый незавершенный столбик с накидом, провяжу 4 петли на крючке вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот у нас связано уже 4 лепестка. Теперь петля из 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель. Возвращаемся в основание и соединительным столбиком присоединяем конец цепочки. Делаем петлю. Готово. Теперь снова 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И вывязываем 5-й лепесток из 4 незавершенных столбиков с накидом. 2-й столбик незавершенный, 3-й незавершенный столбик с накидом и 4-й незавершенный столбик с накидом. Провяжу петли вместе 4 и 2 петли на крючке вместе. Вот у нас готов второй элемент, половина. 2 элемента, половинки. И следующий элемент. Снова 19 воздушных петель и вяжем точно так же до тех пор, пока не достигнем нужной нам длины. Мне понадобилось на размер 50-54, где-то 55, 6 элементов. То есть вяжем снова 19 воздушных петель и точно так же начинаем. Отсчитываем 5 петель, в 5-ю петлю провязываем соединительный столбик, образуем кольцо. Теперь соединительными столбиками продвигаемся, вяжем 3 соединительных столбика. И далее точно так же 2 воздушные петли и столбик с накидом в кольцо. Также будем вязать 8 столбиков с накидом, которые разделяются между собой 2 воздушными петлями. Вяжем нужное количество элементов. Это у нас будет вязаться первая половина полосы. Вяжем нужное количество элементов до обхвата головы. Я связала 6 элементов, первую половину полосы. И сейчас будем вязать вторую половину полосы. Провяжу 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 4, 5, 6. Накид на крючок. В арку провяжу лепесток из 4 незавершенных столбиков с накидом. Второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и 4 незавершенный столбик с накидом. Все петли провяжу вместе 4 и 2 петли на крючке вместе. Теперь вяжем петельку. Вяжем 7 воздушных петель, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь возвращаемся в основание и соединительным столбиком прикрепляем конец цепочки. Образуем петлю. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Провязали. Накид на крючок. Вяжем следующий лепесток. Также вяжем 4 незавершенных столбика с накидом. 2, 3, 4. Четвертый незавершенный столбик. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Провязали. Теперь снова 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок, вывязываю последний лепесток. В арку провяжу 4 незавершенных столбика с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и четвертый незавершенный столбик с накидом. Провязали. Провяжем накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Теперь будем вязать петельку. Для этого нам надо провязать 7 воздушных петель. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали цепочку из 7 воздушных петель. Возвращаемся в основание и провязываем соединительный столбик, образуем петлю. Провязали 3 воздушные петли, 2, 3. Теперь присоединяемся к цепочке соединительным столбиком. Снова 3 воздушные петли, 2, 3. Накид на крючок. В арку провязываем 4 незавершенных столбика с накидом, вяжем лепесток, второй незавершенный столбик, третий незавершенный столбик с накидом и четвертый незавершенный столбик с накидом. Провязали, провяжем 4 петли вместе и 2 петли вместе на крючке. Теперь 3 воздушные петли, будем присоединяться к петле. Возвращаемся к петле, вводим крючок в серединку, можно в арку присоединяться, провязываем соединительный столбик, и здесь я провязала 3 воздушные петли, можно вязать 4. Возвращаемся в основание и провязываем соединительный столбик. Лучше, наверное, будет 4 связать. Я потом перевязала 4 петли, сделала. Теперь снова 6 воздушных петель. Накид на крючок. Вяжем следующий лепесток. Снова вывязываю в арку 4 столбика с накидом незавершенных. И четвертый незавершенный столбик с накидом. Вывязываем лепесток, провязываем 4 петли вместе, потом 2 петли вместе на крючке. Теперь 6 воздушных, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали цепочку, накид на крючок, снова вывязываем лепесток, вяжем 4 незавершенных столбика с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и четвертый незавершенный столбик с накидом. Провязали 4 петли на крючке вместе, остается 2 петли и провязываем их вместе. Вот таким образом провязываем вторую часть полосы. Теперь петля,
Вяжем цепочку из 7 воздушных петель, провязали, возвращаемся в основание, соединительным столбиком образуем петлю, снова 3 воздушные петли, присоединяемся к цепочке соединительным столбиком, 3 воздушные петли, накид на крючок и в арку провяжем лепесток. Будем вывязывать 4 незавершенных столбика с накидом. Первый незавершенный столбик с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом и четвертый незавершенный столбик с накидом. Провяжем накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Провязали. 3 воздушные петли, вытаскиваю крючок, присоединяемся к петле, провяжу соединительный столбик и 3 или 4 воздушные петли. Я провязала здесь 4, чтобы показать, как будет разница. Да, 4 петли. Вот таким образом у нас получается вторая часть. И так вяжем до самого конца. Таким образом. Вот я дошла до конца. Получается такая полоса. Здесь провязала 7 воздушных петель. Возвращаюсь в основание. Присоединяюсь с соединительным столбиком. Образуем петлю. И теперь вот этот хвостик самое начало провязываем соединительный столбик. И полоса готова. Здесь я решила соединить по заднему шву. Складываю лицо с лицом. Сейчас вернусь в самое начало. И просто соединю арочками из 2 петель. Можно просто, я думаю, иголкой сшить. То есть это не суть важно. Две воздушные петли. И такими арочками я дойду до самого конца. Все готово. Сейчас посмотрим, что там получилось. Ну, в принципе, меня устраивает. Теперь можно обвязать. Обвязывать буду с 2 сторон. Сначала обвяжем цепочками из 3 воздушных петель. Здесь я вот уже начала. Но вы, я думаю, сейчас все будет понятно. То есть 3 воздушные петли вводим в петлю, которая из 7 воздушных петель, снова 3 воздушные петли в следующую петлю из 7 воздушных петель, 3 воздушные петли, прикрепляемся столбиком без накида в арку, 3 воздушные петли, пропускаем лепесток и в арку провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, присоединяемся к петле из 7 воздушных, 3 воздушные петли и к следующей петле присоединяемся столбиком без накида. И так будем обвязывать до самого конца. Цепочками из 3 воздушных петель.
Следующий ряд полустолбиков. Можете вязать столбики, но тогда повязка получится пошире. Я решила вязать полустолбики. Можно, наверное, и столбиками без накида обвязывать. В этом ряду я в каждую арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провязывала по 3 полустолбика. Провязали ряд полустолбиков и теперь обвязка. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, рабочую нить оборачиваю вокруг получившихся 2 петель и провяжу их вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе. И так далее. Формируем такой зубчатый аккуратный край. Вот так у нас получается. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!